Каменск-Уральский, конец 1992 года. Город готовился встречать Новый год как положено, с мандаринами, салютами и долгожданными гостями. Никто тогда не мог предположить, что один случайный знакомый, появившийся в эту ночь, превратит праздник в самую страшную резню в истории города. 30 декабря семья Ивановых принимала гостей. Владимир, водитель автобуса, Людмила, продавец. Люди не бедные, аккуратные, жившие спокойно и открыто. К ним приехали друзья из Пермской области, директор коррекционной школы Сергей Верзаков и супруги Гилевы. Дорога была долгой, поезд прибыл в Екатеринбург поздно, а дальше – вокзал, ожидание пересадки, суета. Именно там, среди толпы, к компании прибился 21-летний парень. Виктор Петриченко. Не родственник, не друг, не даже знакомый. Просто человек без постоянного дома, без четкой цели, но с цепким взглядом и умением втереться в доверие. Он разговорился, пошутил, попросился пересидеть праздник. Его пожалели, взяли с собой. Позже следователи скажут, план у него был уже тогда. 31 декабря застолье началось рано. Гости выпивали, вспоминали дорогу, смеялись. Дети, 13-летний Андрей и 12-летняя Света, крутились рядом, ждали курантов. Все было как у тысяч семей по всей стране. Только водка, которой угощал Петриченко, была с добавкой. Клофелин он подсыпал заранее. К полуночи взрослые начали засыпать. Один за другим. Когда квартира погрузилась в тяжелую, липкую тишину, он достал молоток. Тот самый, который принес с собой. Он бил спокойно, хладнокровно. Убедившись, что взрослые мертвы, он перешел к детям. Их он по очереди выманивал на кухню якобы помочь, подать, убрать. Ни крика, ни шанса убежать. 7 человек погибли в ту ночь. Ради денег, одежды, шапок, ваучеров и пары джинсов. Перед уходом он сложил тела взрослых под кровать. Детей оставил на кухне, запер дверь и ушел встречать Новый год дальше. Обнаружили все только 5 января. Соседи забили тревогу, потому что в квартире было тихо, кошки выли, дверь никто не открывал. Внутрь попали через балкон. Картина, увиденная милиционерами, потом много лет фигурировала в учебниках для следователей как примеры абсолютной жестокости и хладнокровия. Но убийца уже был далеко. В 1993 его не нашли. Тогда не хватало ни технологий, ни времени, ни связи между регионами. Петриченко растворился, уехал, сменил города, отсидел за другие преступления, завел семью, жил так, будто той ночи не существовало. Прошло больше 30 лет. Современные экспертизы вернулись к делу, к окуркам, бутылке, мебели. То, что раньше считалось бесполезным, теперь заговорило. ДНК совпало. В январе 2025 года Виктора Петриченко задержали в Амурской области. Он не сопротивлялся, сказал лишь, что ждал этого рано или поздно. В суде он признал вину полностью, сидел молча, прятал лицо, а в зале кричали родственники убитых, те, кто 30 лет жил с этой пустотой. Сестра одного из погибших не выдержала, ей стало плохо прямо во время заседания. Если бы его поймали тогда, в 1993-м, приговор был бы однозначным – расстрел. Но время изменило законы. Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Новый год давно прошел. Город живет дальше. Но в Каменске-Уральском до сих пор помнят, иногда самый страшный гость – тот, кого впускают в дом из жалости.